Если ты часто депрессуешь и постоянно стараешься справиться с какими-то проблемами, то этот выпуск для тебя. Мы подготовили для тебя топ-10 фильмов антидепрессантов, которые помогут посмотреть на проблемы под другим углом и понять, что они таковыми не являются. Ну и попросту говоря, это отличные фильмы для того, чтобы посмотреть в кругу друзей или семьи. Поэтому не забудьте поделиться этим роликом в WhatsApp, чтобы было что посмотреть на выходных. Под номером 1 пока не сыграл в ящик The Bucket List 2007 года. Это, пожалуй, самый оптимистичный фильм о смерти. Такие истории мотивируют нас двигаться вперед, наполняя свою жизнь смыслом и ценить время, проводимое с близкими. Главные герои – соседи по больничной палате, взбалмошный миллиардер и эрудированный автомеханик. Услышав от врачей, что им осталось жить меньше года, они вместе составляют список дел и отправляются в кругосветное путешествие. У древних египтян было красивое представление о смерти. Боги, встречая людей пред вратами рая, задавали им два вопроса. Нашел ли ты радость в жизни? Да. А твоя жизнь принесла радость другим? Под номером 2 «Неприкасаемые» или «1+1». Французская трагикомедия, снятая на основе реальной истории дружбы двух мужчин. В главных ролях парализованный богатый аристократ Филипп и чернокожий Дрис с преступным прошлым, ставший его помощником. Несмотря на то, что Филипп прикован к инвалидному креслу, Дрису удается привнести в его размеренную жизнь дух приключений. Вы любите живопись? Очень. Люблю Рафаэля. Да, неплохо. Хотя мне больше нравятся другие черепашки-ниндзя. Под номером 3 «Достучаться до небес» Knocking on Heaven's Door. И здесь двое смертельно больных мужчин решают пуститься во все тяжкие. Но они выбирают более криминальный способ. Угнать машину с миллионом немецких марок, но по пути к исполнению своих последних заветных желаний они сталкиваются с бандитами и убегают от стражи порядка. Конечно, мы не призываем вас воровать тачки и грабить банки, но все же фильм напоминает зрителю, как важно ценить каждый миг своей жизни и стремиться исполнять свои мечты, пока на это есть время. Пойми, на небесах только и говорят, что о море. Как оно бесконечно прекрасно. Номер 4. «Стажер» 2015 года. Если вы думаете, что на пенсии можно только поливать грядки и растить петрушку, то этот фильм докажет вам обратное. Великолепный Роберт Де Ниро в комедии о том, есть ли жизнь на пенсии. Он играет 70-летнего вдовца Бена, который вышел на пенсию и понял, что размеренная жизнь не для него. От скуки герой занимается восточной гимнастикой и пьет кофе в Старбаксе. Однажды Бен натыкается на объявление о наборе стажеров-пенсионеров в интернет-магазин женской одежды. И, надев свой лучший костюм, он решает испытать судьбу. Это один из тех фильмов, после просмотра которых хочется сделать что-то доброе и нужное. Джулс, я Бен, ваш новый стажер. Вы относитесь к этому с юмором? Конечно. Следующий в нашем списке – «Одержимость». Основана на реальных событиях. Студент консерватории Эндрю мечтает стать великим барабанщиком. Однажды его замечает Терренс Флетчер, гений и дирижер лучшего оркестра в стране. Наставник решает сделать из Эндрю настоящую звезду и безжалостно подталкивает его вперед, за пределы человеческих возможностей. Студент, одержимый мечтой, в страхе перед своим ментором, барабанит до изнеможения и добивается цели. Фильм учит быть преданным любимому делу. И неважно, учитель вы или ученик. На 6-й строчке «Хористы». Послевоенное время, 1949 год. В мужской интернат для трудных подростков устраивается учителем Клеман Монтьё. Несостоявшийся композитор, гуманист и просто добряк. Увидев, каким жестоким воспитательным мерам прибегает ректор этого заведения Рошен, он решает организовать собственную воспитательную практику. Обязательные внеклассные занятия в хоре. На глазах мальчики меняются, становятся прилежными учениками и начинают питать искреннюю любовь к учителю. Но среди них все же находятся и недовольные, а директор Самодур только и ищет повод выдворить нового учителя. Гордость, радость быть прощенным и, что было новым для него, нечто похожее на признательность. Всегда говорит «да», «yes man». Неподражаемый Джим Керри в главной роли играет депрессивного скептика Карла Аллена.
Устав от своей жизни, герой идет на тренинг по работе над собой. Там его обязывают отвечать «да» на любые просьбы и предложения. Карл преодолевает себя и следует правилу даже в самых абсурдных ситуациях. Эта легкая комедия вызывает массу положительных эмоций и учит искать компромисс между своими интересами и потребностями окружающих. Обязателен к просмотру всем чересчур серьезным людям. Ты хочешь заключить соглашение? Скажи «да», Карл. Номер 8. И человек, который изменил все. Moneyball. История о спорте, преодолении своих страхов и слабостей всегда вдохновляют. В особенности, если фильм снят профессионалами и основан на реальных событиях. Главный герой картины – менеджер бейсбольной команды, одержимый ее успехом. Роль, кстати, блестяще исполнил Брэд Питт. И многие мировые кинокритики считают эту работу лучшей в его карьере. Человек, который изменил все, не просто очередная история о спортивных достижениях. Это фильм о значении веры в собственный разум, интуицию и способности доказать всему миру свою правоту. Объясни, что тут к чему. Игры разума. Beautiful Mind. Это биографическая драма о жизни Джона Нэша, математического гения, страдающего шизофренией. Болезнь начинается с ранних лет и прогрессирует в течение жизни, ставя под удар его работу и отношения с близкими. Фильм напоминает о важности веры в свои силы и поддержки близких людей. Не так ли со всеми нашими грезами и кошмарами? Если их не подкармливать, они тают. Ну и наконец, 10-я строчка «В погоне за счастьем». Гениальный Уилл Смит в роли отца-одиночки, где его герой изо всех сил старается сделать детство сына счастливым, но денег не хватает даже на оплату квартиры. И их выселяют. Ночуя в приютах бездомных, главный герой тщательно скрывает свои проблемы от окружающих. Каждое утро, надев костюм, он идет на обучение в макерскую фирму, где спустя полгода выберут лишь одного кандидата. Получит ли он это место? Смотрите фильм, чтобы узнать. Очень вдохновляющий и жизнеутверждающий фильм. Это глава моей жизни. Этот краткий ее абзац называется «Счастье». Если вам понравилось данное видео, не забудьте поставить ему лайк. Пишите в комментариях, какие фильмы произвели на вас впечатление и что вы рекомендуете к просмотру.